суть платформы заключается в построении открытой экосистемы. Мы даем инструмент для того, чтобы интегрировать его в приложения, в софт, в мобильные приложения, веб-сервисы и взаимодействовать с нашим блокчейном. Я занимался 1С и работал с сегментом Enterprise и с родными технологиями с 1С. В последнее время к нам часто начали обращаться заказчики с просьбой в документообороте использовать шифрование, подписи и, соответственно, блокчейн, наверное, путем глубокого ресерча ниши явился одним из тех инструментов, который позволял это делать децентрализованно и наиболее приватно. И потихоньку пришло к тому, что нет платформы на рынке, которая нативно позволяет интегрировать блокчейн. То есть обычно используют блокчейн по технологии RPC или какой-нибудь REST API, который через, как говорится, через одно место прикручивается и нативно он не работает. И второй момент – это непосредственно при перенагруженности сети. Все помнят, наверное, CryptoKitties, криптокотиков, что блокчейн просто ложился от количества транзакций. Вот, соответственно, для микротранзакций он также не подходит. Нет, это я говорю за Ethereum. Почему я начал мониторить? То есть Ethereum не позволяет делать такую платформу, на базе которой будут маленькие транзакции рентабельны. Нам нужен был свой блокчейн. Почему бы не решать все технические вопросы на своем блокчейне? Стал вопрос с интеграцией шифрования криптобиблиотек в один из проектов. Я опять же вспомнил, что есть такая вещь, как криптовалюты, которые в принципе в своем базисе содержат основу шифрования и интегрируются с любыми проектами. Ты понимаешь вообще объем? У Юры все просто. Да там сейчас три строчки кода и все будет работать. В тот момент, когда я уже оценил объем работы и понял, что профит намного выше, нежели затраты, которые пойдут на этот проект, я согласился, говорю, давай, вот с этого момента давай. Не чистый биток взяли, потому что мы считаем, что майнинг в классическом понимании оборудования энергозатратный. Мы смотрим, опять же, над сохранностью экологии, то есть электричества, и хотим сделать нишевый продукт, который в себе не будет, будет иметь низкий порог входа для пользователей, для инвесторов. Мы ее не выпускали, да, коин от токена отличается, собственно, наличием, ну, не наличием, а вот эмиссией. Токены, они были выпущены кем-то, субъектом, юридическим, либо же физическим, да. Коины – это все, что добывается путем майнинга. И вот у нас гибридная монета, которая на первоначальном этапе содержала и POV, и POS. Потом, это было сделано для того, чтобы получить больше распространения среди комьюнити майнеров, которые подключились к пулам, начали майнить нашу монету и распределение средств по разным кошелькам. Implum – это открытая экосистема, то есть может любой разработчик софта, любая компания, имеющая какой-то софт, может присоединиться к нашей экосистеме и построить, собственно, свой продукт на нашем блокчейне. Я просто являюсь одним из таких разработчиков, да, что, у нас есть продукты, почему мы не будем? Мы просто были первыми, кто. У нас уже есть в разработке другие компании, которые хотят запустить блокчейн, и для этого их вполне устраивает решение Implum. У нас, более того, даже ведутся переговоры с государственными компаниями, которые также хотят внедрить блокчейн. Может быть, смешно прозвучит, но борьба с коррупционной составляющей. Если говорим откровенно, да, я вижу для себя, что это, скорее всего, для властимущих способ контролировать эту коррупционную составляющую, нежели бороться с ней. Да? Но тоже, почему нет? Нам, как разработчикам, главный результат, да, что этот блокчейн будет работать. Для каких целей, это пускай остается за теми людьми, которые принимают там решения. Несколько проектов, которые запущены на нашем блокчейне. Это проект Quizy. Это маркетинговый сервис, который позволяет создавать опросники, либо тесты, проходя которые пользователи получают ревард в нашей монете.
Тема соцопросов, она достаточно такая шаткая. Все хотят статистику получить какую-то, да, потому что статистика, ну, как говорится, штука упрямая, против нее не попрешь. Я говорю про то, что вот в этом кейсе блокчейн ложится как никогда лучше. Мы записываем наши данные, которые получаем с наших пользователей, ну, ответы на вопросы, в чейн. И делаем таким образом эти данные неподменными. В разработке мобильная игра, где тоже зарабатываешь в целом имплюмы. И есть проект, в котором... В игре? Да, там очень классная система в том, что никто не платит в игре. Мы зарабатываем на рекламе, и средства, полученные с заработка с рекламы, делим пропорционально себе и пользователям даем ревард, соответственно. То есть это такая win-to-win система. Мы можем выступать как подрядчики, да, там, в реализации этого. Мы можем вообще отдать им, вот дать API, условно говоря, там, нашего чейна, и они дальше работают со своей командой. Это тоже не есть проблема. Поднять им сайдчейн. Мы не боимся потерять стоимость, тем более, что мы понимаем по нашей математике, мы не прольемся сильно. У нас нет больших коин-холдеров, у нас нет людей, желающих слить большие суммы. И мы понимаем, что то количество монет, которое в обороте, то количество монет, которая будет под слив, условно говоря, пропорция, она небольшая. И за счет этого мы не потеряем многого в стоимости. У нас нет средств для того, чтобы делать обширную маркетинговую кампанию. Соответственно, типа, мы не можем донести в массы, что мы крутые. Да как это сделать, не имея денег? Это сейчас нереально. А стоимость рекламы в блокчейн-сфере в разы больше, нежели в других сферах. Да? Условно говоря, тот же клик на том же Фейсбуке, там, $10 и выше. Клик, а это вообще никак не лид. За счет уже этого хайпа SEO-шного, потому что уже довели рынок до такой ситуации, что ты блокчейн-проект, так у тебя там миллионы. Давай, реклама в сообществе от $1000. Просто даже не факт, что кто-то ее увидит. Да, окей, там у тебя там 100 тысяч пользователей, но они просто выкидывают очередной пост, которых 5 за час. И ты за это платишь $1000 минимум, да, а на самом деле там намного больше. А какой профит с этого? До единицы людей увидят, еще меньше перейдут или что-то там почитают, и что купят, вообще шансов практически нет. И в целом, да, вот этот маркетинг в сфере крипты – это там адская штука. Премайн у нас четко расписан на нужды проекта. Весь премайн составляет всего лишь 1% от общей total supply, всего, да, общего выпуска всех монет, которые будут выпущены за все время. Общее количество это 100 миллионов монет. То есть 1% это 1 миллион монет у нас был премайном. И вот этот 1 миллион распределен на десяток разных нужд. Это техническая поддержка, это хостинг, это маркетинг, это юридическая legal поддержка, без нее никак. Когда-то и без денег обходились, я же говорю, каменный век, все бегали, на тебе мою булаву, дай мне кусок мяса. Что прогресс построен вот на такой штуке. Сидели ребята с компами, им стало скучно, они придумали что-то новое. А потом уже кто-то другой мог придумать, как это новое применить. Вот это прогресс в целом и есть.